Всем здравствуйте! Сегодня вам покажу, как вяжется водолазочка. Вот такая вот крючком. На рукавчик не обращайте внимания. Это я вам показала его специально отдельным цветом. Низ у нас будет без резинки, но это уже по ваше усмотрение. Значит, у меня пряжа Alize Cotton Gold. И буду вязать я на размер 3 годика ребенку. Она у меня метр ростом. Можете взять лекала, а можно и работать по маечке, допустим. Вот я маечку беру и по маечке работаю. Набираю крючком номер 3, 70 воздушных петелек. Здесь даже можно работать крючком номер 2, даже лучше. Я его потом в итоге поменяю. Начала снимать и потом уже поменяла. Отмеряем, по нашей кофточке, сколько нам примерно нужно. Рассчитывайте, что сейчас, когда будем вязать столбиками без накида, что немножко наше вязание расширится. Поэтому не полностью, а буквально оставляем сантиметр либо 2. У меня это получилось 70 петель. И теперь нашу цепочку обвязываем столбиками без накида. Итак, сделаем одну воздушную петлю подъема, и следующий ряд мы будем провязывать столбики без накида за заднюю стеночку. Я решила, что у меня перед будет связан таким образом за заднюю стенку, он получится более рельефный, и чтобы оно у нас отделилось, мы наши рукава, допустим, будем вязать не за заднюю стенку, а просто столбики без накида. Таким образом у нас отделится наш перед и отделится наша спинка. Такое будет рельефное вязание. Вяжем таким образом столбики без накида за заднюю стенку вверх, пока не дойдем до пройм. У меня это получилось где-то 29 сантиметров. Итак, вот я довязала до пройм и выбрала сторону, где у нас, видите, не наборный ряд был, а другая сторона, получается как изнаночная, что ли, для того, чтобы низ таким образом не был у нас, выделен. Но если вы будете вниз делать резинку, тогда лучше вязать по той стороне, по лицевой. Теперь я смотрю по кофточке, где у нас пройма. И эту пройму сейчас нам нужно просто сделать убавки. Для этого мы остались с этой стороны. И теперь я сделаю просто здесь переход. Сразу, чтобы ниточку не обрывать и сделать сокращение, вот таким вот образом я просто буду делать соединительные столбики. Таким образом мы перейдем к месту нашего продолжения вязания. Также смотрите по своей кофточке, по своим проймам, сколько петелек вам нужно отступить. Возможно, вы делаете большую водолазку на более меньшего размера водолазку. У каждого свои размеры. В конце также не довязываем здесь мы
наше вязание и развернемся. Вяжем сразу не в первую петельку, а во вторую делаем соединительную петлю. Потом делаем одну петлю воздушную и дальше продолжаем вязать за задние стеночки. Здесь сильно много комментировать не буду, просто смотрите, каким образом я это делаю. Нужно делать более такие плавные переходы. Для того, чтобы сделать убавки, с одной стороны, получается, мы не довязываем наше вязание, а с другой стороны, вот чтобы был мягкий переход, мы же делаем столбики без накида, чтобы был мягкий переход, мы делаем просто соединительные петельки. И обязательно подставляем к нашей пройме и смотрим, все ли у нас идет правильно. Там возьмите лекало, можете взять. Вообще крючком очень легко вязать, потому что можно вязать просто по лекалу, и все ляжет аккуратно и красиво. Так, у меня там немножко надо сделать побольше, поэтому я распустила и теперь сделаю это убавление чуток побольше. Здесь опять-таки говорю, что здесь вы смотрите по своим размерам. В конце, чтобы сделать убавку, нужно просто сделать, либо не довязать, либо сделать соединительную петельку, развернуться, сделать опять соединительную петлю и уже дальше просто продолжаем свое вязание, да, по петлям. Итак, я опять прикладываю и смотрю, все идет у меня отлично. И теперь, когда мы пройму сделали, нам нужно будет провязать вверх до нашей горловины. И горловину я вам покажу. Так, до горловины я довязала. У меня получилось вот 36-37 сантиметров. Опять-таки маечку, водолазочку. Вот у меня 7 сантиметров вверх от проймы я провязала. Вяжете на свой размер, да. Она может быть короче, либо может быть длиннее, прикрывать попку. Делим наше вязание пополам и отсюда уже смотрим, где у нас идет наша выемка горловины. Вяжем наш ряд до нашей горловины. Со стороны пройм мы уже пока сейчас не делаем никаких убавок. Мы сделаем со стороны еще плеч. Провязали и смотрим, сколько нам еще нужно довязать до скругления нашей горловины. Мне нужно еще немножко довязать.
Итак, когда мы дошли до нашего скругления горловины, я отсчитываю, сколько у меня от середины, где у меня стоит маркер, да, сколько у меня там останется петель. И чтобы другую сторону связать идентично, мы, значит, в левую сторону также отсчитываем наши петельки, подсоединяем ниточку и уже будем аналогично вязать и другую сторону также. Здесь я точно так же, чтобы делать более мягкие убавки, я просто делаю соединительные петли. Тем самым мы будем как бы сдвигать наше вязание. Опять подставляю и вяжу дальше. Смотрите, это у меня спинка. Спинка вяжется аналогично, как и перед. Убавки в пройме мы делаем точно такие же, но вверх мы вяжем больше, чтобы не было у нас вот это, у нас же не будет там горловины. Так, спинка у меня сразу 40 сантиметров до скоса плеча. Убавление в центре я уже делать не буду. Я буду делать только скосы плеча. Эти скосы плеча мы также с вами, вы также сделаете, где на переди, да, спереди. Не довязав примерно где-то 7 петелек, мы как бы делаем, как она называется, укороченные ряды. Просто не довяжем примерно 6-7 петелек. И этом будет идти такой один рядочек, потому что следующие, там буквально у нас остается 2-3 ряда до конца, до нашего вязания. Мы как бы где у нас вот эти вот убавки, они будут идти более вот плавненько, да, старайтесь делать их плавно, более такие, чтобы не было прямых таких скосов, как бы, да, потому что когда будем пришивать плечи, будет немножко потом неудобно их сшивать. Вот, примерно вот такого плана должно у нас получаться. Видите, такой небольшой как бы скос идет. Все, и буквально еще один рядочек для того, чтобы спинка у нас как бы, да, вот эта вот наша горловина чуть-чуть еще поднялась, и была разница между вот этими скосами плеча. Буквально еще один рядочек. Вам нужно провязать сначала спинку по лекалу, а потом мы уже довязываем наш перед. Потому что у нас должны остаться одинаковое количество для плеча и для переда, да, одинаковое количество петель. Пришиваем наши плечи. Я их пришила просто соединительными петлями. Вот таким образом плечи, не бойтесь, они выглядят на
плечах очень красиво и ровненько. Вот эти скосы, они как бы не мешают, и они очень красиво смотрятся. Пусть вас за это можете не переживать. Все я делала, вязала по лекалу. Вот у меня идет как перед, да, на маечке. Также я и вязала. Теперь мы оставляем пока наши рукава, и я покажу, как связать шейку. Шейку мы будем вязать отдельно. Для этого я набираю 36 петель. И у нас рисунок будет повторяться точно так же, только у нас будет он идти не в длину, да, вернее, не в ширину нашего вязания, а получается в длину мы его будем вязать. Она у нас, получается, будет как бы стоять, да. Сейчас у нас маечка, она связана как бы в ширину этим же узорчиком, а мы, получается, будем вязать сейчас ширину нашей головы, обхват головы. Вам нужно измерить ребенка. У меня это сколько получилось? 50 сантиметров, но 50 я не беру, так как у нас по-любому вязание будет расширяться. Я беру примерно 47 сантиметров. Вот вам покажу. Мы вяжем вот таким образом, да, в длину. И вот таким образом будет у нас потом сгибаться наша водолазочка. Так, пока у меня ребенок не пришел со школы, померить я ей не могу. И начинаю вам пока показывать рукавчик. Вяжу я из другой пряжи, для того, чтобы вам показать, было немножко как бы отдельно. И взяла я уже крючок номер 4 для этой пряжи. Делаем такими соединительными в каждую петлю, мы провязываем соединительную петельку в каждую петлю. Таким образом у нас будет идти прям вязание очень такое, как будто мы его сшили, оно такое фабричное будет. Теперь делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем наше вязание и смотрите, за вот такие вот душечки, да, там же у нас петельки 2 получается, и вот мы за одну из них провязываем столбики без накида, за вот такую вот одну стеночку. Дальше, смотрите, провязали, смотрите, как уже красиво у нас такой вот край. Теперь следующий ряд мы делаем, провязываем также столбики без накида. У нас в следующем ряду у нас будут идти убавки. Итак, следующий ряд, смотрите, я вяжу один и вторую и вместе. Получалось у нас сделали по краям по одной убавке. Если вы думаете, что у вас рукав очень широкий получается, можете сделать сразу в конце по 2 убавки. Я делаю по одной, мне нравится ширина рукава.
В конце у нас даже если останется много, мы все равно, когда сделаем манжет, там убавки еще будут идти, поэтому за это можно не переживать, что рукавчик получается такой широкий. Он к низу будет сужаться. Смотрите, вам сейчас покажу. Первую убавочку мы с вами уже сделали, и после нее в каждом 10-м ряду я делала убавки. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, примерно 8 убавок. Но даже, по-моему, это я уже даже перебор сделала. Можно даже оставить 7, потому что дальше у нас будет еще идти и манжет. Так, рукавчик у меня получился 36 сантиметров. Это еще без манжета. Теперь делаем такую резиночку, да, на для рукава. Я набираю примерно 10 петель и 1 воздушная петля, 11. Хотите, если чтобы у вас рукавчик заворачивался, значит, можете, в принципе, связать точно так же, как шейку, и пришить к рукаву, да, такая резиночка будет, как бы завернутый рукавчик. А можно сделать, как я, просто манжетик. Делали воздушную петлю подъема, и теперь нашу косичку мы обвязываем такими соединительными столбиками. Ссылочку я оставлю, потому что более подробные видео у меня уже есть. Но здесь я сейчас тоже показываю, тоже подробно. Здесь нужно каждый ряд считать, что если вы набрали, допустим, 11, да, петель, вот эта воздушная 11 не считается, у нас 10 петель ровно. Значит, мы 10 петель должны обратно связать. Одну петлю столбик без накида, вторую петлю взяли столбик без накида, разворачиваем вязание. И вот эти наши 2 петельки, которые были соединительные, да, мы их пропускаем и вяжем опять соединительные петли. И опять у нас должно получиться 10 штук. 10 соединительных петель. Довязываем до конца, делаем 1 воздушную петлю подъема и теперь сразу в первую петельку опять спускаемся вниз соединительными петлями, и их до низу также должно получиться 10 штук. Старайтесь соединительные петли вязать более свободно, потому что немножко вначале трудно таким образом вязать, как бы не стягивайте. Старайтесь вязать более посвободней. Довязали наше вязание, и теперь 1 петлю соединительную, 1 петлю соединительную, разворачиваем наше вязание. И теперь наверх также 2 петли пропускаем и в следующую провязываем соединительную петлю до верха. Опять мы идем связать соединительные петли. Их должно быть у нас получиться 10 штук. И теперь смотрите, делаем 2 воздушные петли подъема, разворачиваем наше вязание, накид, сразу в первую петлю достаем нашу рабочую нить и провязываем 3 петли вместе. Накид, достаем нашу рабочую нить и провязываем 3 петли вместе. Накид, достаем петлю, 3 вместе.
Таким образом, у нас также до низу должно получиться 10 таких вот столбиков, полустолбиков. И теперь здесь, смотрите, если у вас вязание осталось петель много, тогда мы делаем, да, сейчас у нас идет вот, да, убавка, можно делать так, 2 пропустить и в третью провязать столбик соединительный. Но у нас бывает такая дырочка. Чтобы этой дырочки не было, я делаю одну петлю вытаскиваю, вторую вытаскиваю и третью вытаскиваю. И все это вместе я их просто вот так вот соединительной петлей соединяю. Так, мы сделали сразу вот 2 убавки, да. Если у вас петель, в принципе, немного осталось, вы там вязали убавление по 2 петли, да, с самого начала, да, то тогда можно делать просто по одной, да, убавке, а можно делать просто 2. Поднимаемся наверх также соединительными петлями. Их должно быть ровно 10. Делаем одну воздушную петлю подъема и разворачиваемся. Теперь смотрите, что у нас получается. 3 косички должно получиться. Раз, два, три. Вот она у нас первая уже стоит. И теперь нам еще вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И потом также делаем вот эти вот полустолбики. 3 косички и полустолбик. 3 косички и полустолбик. И у нас получается такой вот симпатичный манжетик. Такая вот резиночка, да, имитация резинки. Теперь соединяем на изнаночной стороне наш рукавчик. Старайтесь, если вы сделаете разные рукава, это, кстати, очень сейчас модно, тогда шейку тоже нужно сделать другим цветом, да, либо одним цветом, либо можно сделать разноцветный. Это все-таки ребеночек. Соединяю я вязание просто соединительными петлями, полностью рукав. Если у вас рукав также другого цвета, значит полностью рукав. И по бокам мы провяжем, значит, уже, допустим, серым цветом, да. А если у вас все полностью будет, допустим, серым цветом, значит, полностью все серым цветом и обвязываем. Все, второй рукавчик сами. Сейчас я вам покажу, как же мы все-таки нашу шейку будем соединять. Это у меня изнаночная сторона. Теперь я изнаночной стороной. Нам нужно прикрепить нашу шейку. Сначала нашу шейку нужно в кружочек ее сшить, чтобы она была сшитая. Так как бы у нас получается он такой круговой, да. Вот я его сшила. И теперь нашу шейку нам нужно прицепить к нашей горловине. Иголочками зацепляем, да, по кругу. И теперь также просто пройдемся. Здесь я буду делать не столбиками соединительными петлями, а столбиками без накида. Если вы будете делать такими соединительными петлями, то у нас шейка немножко получится стянется. Все-таки соединительные столбики, они более такие тянучие, стягивает. А столбики без накида она не стянет и даст даже такую как бы возможность растягивания, что нам в принципе и нужно. По кругу я провяжу столбики без накида.
И вот что у нас получается. Очень красивая. Видите, как аккуратненько все шейка у нас пришитая получается. У нас рукавчики такие вот с манжетиком красивые. Низ нашего вязания вы можете сделать либо резинку, либо оставить вот таким образом. Ну все, я понимаю, что будет очень много, наверное, вопросов по поводу, наверное, горловины, скорее всего. Пишите, спрашивайте, отвечаю обязательно. Все, слежу за всеми вашими вопросами. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.